Приветствую, дорогие зрители! Продолжаем вязать молнию Маквин машинку. Сейчас будем вязать вот такую молнию. Вот, она будет пришиваться сбоку. Это место под заднее колесо. Вяжется поворотными рядами. Вот, а потом обвязываем. Вот так выглядит. Вот. Вот так с изнаночки. Приступаем. Начинаем вязание с оранжевой ниточки. Вяжу я в 2 нити. Одну беру из серединки, ну а одну разматываю, как обычно. Вяжу крючком номер 1. Если вязание у вас слишком плотное получается, можно взять крючок номер 2, чтобы молния не была слишком маленькая. Итак, приступаем. Набираем 25 воздушных петель. И вяжу я крючком номер 1 достаточно свободной свободной петелечки. 1, 2, то есть немного их вытягиваю. 3, 4, 5, 6. Набрала 25 воздушных петелечек. Теперь второй ряд вяжем, начиная со второй петелечки от крючка. Вяжем 24 столбика без накида. Вяжем методом галочки, то есть ниточку подхватываем снизу. Одну провязали, это второй, третий, свободненько вяжем, 4, 5, продолжаем, 20, 21, 22, 23 и 24. Провязали второй ряд. Поворот, то есть вяжем поворотными рядами. В начале каждого ряда делаем воздушную петелечку. Когда ряд будет заканчиваться соединительным столбиком, мы их не считаем. То есть в следующем ряду после соединительного столбика, получается, мы будем поворачивать, делать воздушную петлю и начинать со следующей петелечки после соединительного. То есть вяжем по такому принципу. Итак, третий ряд. Снова 24 столбика без накида, то есть воздушная петля. И подхватываем за 2 петелечки. 1, за 2 полупетелечки, вернее. 2, 3, 4, 5. Продолжаем. 20, 21, 22, 23 и в последнюю 24. Провязали третий ряд. Поворот. Четвертый ряд. Петля подъема. Убавка, начиная с первой. Убавочки я тоже делаю, вытягиваю 2 петелечки. И вот так вот. Итак, убавку сделали. И до конца ряда провязываем 22 столбика
без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем. 18, 19, 20, 21, 22. Провязали 4-й ряд, 23 петелечки. Когда вы будете вязать уже вторую молнию, то рекомендую тоже прикладывать вот и сравнивать, чтобы по размеру они были одинаковые. Продолжаем. Поворот. 5-й ряд, петля подъема и вяжем 23 столбика без накида. 1, 2. Продолжаем. 20, 21, 22 и в последнюю 23. Мы провязали 5-й ряд, 23 петелечки. 6-й ряд, петля подъема, убавка, начиная с первой петелечки, и до конца ряда вяжем 21 столбик без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 17, 18, 19, 20, 21. Поворот. Это у нас был 6-й ряд, 22 петелечки. 7-й ряд делаем петлю подъема и вяжем 22 столбика без накида до конца ряда. Закончила 7-й ряд, поворот. 8-й ряд, петля подъема, 12 столбиков без накида и соединительный столбик. Вяжем 1, 2, 3. Продолжаем. 10, 11, 12. Соединительный столбик и поворот. Соединительные столбики, напомню, я не считаю. Мы провязали 8-й ряд, 12 петелечек. 9-й ряд, петля подъема. Вот этот соединительный мы не считаем, который у нас был, поэтому со следующего столбика вяжем убавка, и до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Провязали 9-й ряд, 11 петелечек получается. Поворот, петля подъема. 10-й ряд вяжем 9 столбиков без накида, убавка, начиная с первой петелечки. 1,
2, 3, 8, 9 и убавка. Провязали 10 ряд, 10 петелечек получается. Поворот, 11 ряд, петля подъема, убавка, 8 столбиков без накида. Вот с первой петелечки убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 11 ряд, 9 петелечек, поворот, 12 ряд, петля подъема, 7 столбиков без накида и соединительный столбик в конце. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и соединительный столбик. Поворот. Это был 12 ряд, 7 петелечек. 13 ряд, петля подъема, соединительный столбик не считаем, поэтому со следующего убавка, и 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Мы провязали 13 ряд, 6 петелечек. 14 ряд, повернули вязание, петля подъема, 5 столбиков без накида и соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик. Поворот. Это был 14 ряд, 5 петелечек. 15 ряд, воздушная петля, соединительный не считаем. Со следующей петелечки убавка. И 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 15 ряд, 4 петелечки. Теперь с 16 по 18 ряд вяжем 4 столбика без накида поворотными рядами. Довязала 18 ряд, поворот, 19 ряд, воздушная петля, убавка, и 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 19 ряд, 3 петелечки получается. 20 ряд вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 20, поворот. 21 ряд, петля подъема тоже, 1 столбик без накида и убавка.
21 ряд провязали 2 петелечки. Теперь с 22 по 28 включительно вяжем поворотными рядами 2 столбика без накида. Провязала 28 ряд. Дальше поворот, петля подъема, 29 ряд, прибавка, один столбик без накида и 7 воздушных петель набираем тоже свободненько. Смотрите, чтобы не запутались. Вот эти 7 воздушных петель, они должны идти вверх, вот сюда. Вот это уже начинается вот вверх, уголок молнии. Так, прямо отсюда набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это мы провязали 29 ряд, 10 петелечек у нас получается всего. Следующий ряд делаем петлю подъема, как обычно. 30 ряд, 9 столбиков без накида, уже начиная со второй петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы провязали 7 петелечек, которые у нас были воздушные, набраны. И дальше продолжаем уже по полотну. 8, 9 и прибавка в последнюю петелечку. Вот прибавка. Мы провязали с вами 30 ряд, 11 петелечек, поворот, 31 ряд, прибавка, первую петелечку, дальше 8 столбиков без накида, 1, 2, 7, 8 и убавка. Провязали 31 ряд, 11 петелечек, поворот, 32 ряд, петля подъема. Теперь начинаем с первой петелечки, убавка, 8 столбиков без накида, 1, 2, 7, 8 и прибавка в последнюю. Мы провязали 32 ряд, 11 петелечек, 33 ряд вяжем самостоятельно, 11 столбиков без накида. Провязала 33 ряд, поворот, 34 ряд, петля подъема, убавка,
9 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8 и в последнюю 9. Провязали 34 ряд, 10 петелечек, ниточку закрепляем и обрезаем. Будем присоединять желтую и дальше продолжать. Итак, вот я приложила, проверяем. Вот, все сходится хорошо, нигде не ошиблись. Так как мы закончили вот на этом ряду, делаем поворот. Вот конец ряда, чтобы был у нас справа. И сюда в первую петелечку мы присоединяем желтую ниточку. Вот, присоединили. Сейчас вытяну побольше. Вот так. Ниточки я не ввязываю. Мы потом будем обвязывать вот эту молнию, и эти ниточки, они будут внутри. Итак, вот в эту, где мы присоединили ниточку, вернее желтую, в эту петлю делаем прибавку. Это 35 ряд. Так. Сделали прибавку. И 9 столбиков без накида. 1, 2, 8, 9. Провязали 35 ряд, 11 петелечек, поворот, 36 ряд, петля подъема, убавка, 8 столбиков без накида, 1, 2, 6, 7, 8 и прибавка в последнюю петелечку. Провязали 36 ряд, 11 петелечек, поворот, 37 ряд, петля подъема, прибавка, десять столбиков без накида. 1, 2, 9, 10. Провязали 37 ряд, 12 петелечек, 38 ряд, сделали поворот, петля подъема, дальше 11 столбиков без накида, 1, 2, 9, 10, 11, прибавка, последнюю петелечку, провязали. И отсюда вяжем
7 воздушных петель набираем. Теперь идет в обратную сторону. Это уже будет у нас дуга для заднего колеса. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 38 ряд, 20 петелечек. 39 ряд делаем петлю подъема. И начиная со второй петелечки у нас получается 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, каждую полупетелечку, 3, сейчас сильно широкая, 3, 4, 5, 6, 7. Это которые мы набирали цепочку из воздушных петель. И продолжаем уже по полотну. 8, 9. Продолжаем. 17, 18 и убавка. Провязали 39 ряд, 19 петелечек. Теперь начиная с 40 и по 42 ряд включительно вяжем 19 столбиков без накида. Довязала 42 ряд, вот так выглядит. Дальше продолжаем. 43 ряд, воздушная петелечка, петля подъема. Вяжем 17 столбиков без накида, убавка. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17 и убавка. Провязали 43 ряд, 18 петелечек. 44 ряд вяжем 18 столбиков без накида. Провязала. Дальше 45 ряд, 16 столбиков без накида. 1, 2. Продолжаем. 15, 16, убавка. Провязали 45 ряд, 17 петелечек, поворот. Теперь вяжем 46 и 47 ряд по 13 столбиков без накида. Воздушная петля подъема. 1, 2, 3. Продолжаем. 11, 12, 13. То есть 46 ряд вот мы не довязали. Поворот, воздушная петля. И 47 ряд вяжем снова 13 столбиков без накида. Вяжем до конца ряда. Провязала 47 ряд, поворот, 48 ряд, петля подъема, убавка,
11 столбиков без накида. 1, 2, 10, 11. Провязали 48 ряд, 12 петелечек. 49 и 50 ряд вяжем самостоятельно, 12 столбиков без накида. Довязала 50 ряд, поворот. 51 ряд, петля подъема, 10 столбиков без накида, убавка. 1, 2, 9, 10, убавка. Провязали 51 ряд, 11 петелечек. Теперь 52, 53 и 54 вяжем самостоятельно, 11 столбиков без накида. Довязала 54 ряд, поворот. 55 ряд, петля подъема, 9 столбиков без накида, 1, 2, 8, 9, убавка. Провязали 55 ряд, 10 петелечек. 56 ряд вяжем самостоятельно, 10 столбиков без накида. Провязали, поворот. 57 ряд, 8 столбиков без накида, убавка. 1, 2, 7, 8, убавка. Провязали 57 ряд, 9 петелечек, поворот. 58 ряд вяжем 9 столбиков без накида. Провязали. Дальше 59 ряд, петля подъема, 9 столбиков без накида, 1, 2, 8, 9 и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это 59 ряд, 14 петелечек. 60 ряд, делаем петлю подъема и начиная со второй петелечки вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, сейчас еще раз, 3, 4, 5. Это по воздушной цепочке мы провязали. И дальше продолжаем по полотну. 6, 7, 12, 13, 14. Провязали 60 ряд, поворот. 61 петля подъема, 12 столбиков без накида, 1, 2, продолжаем, 11, 12 и убавка.
Провязали 61 ряд, 13 петелечек, поворот, 62 ряд, воздушная петля, петля подъема, убавка, по 11 столбиков без накида, 1, 2, 10, 11. Провязали 62 ряд, 12 петелечек, поворот, 63 ряд, петля подъема, 10 столбиков без накида, 1, 2, продолжаем, 9, 10, убавка. Это был 63 ряд, 11 петелечек, поворот, 64 ряд, петля подъема, убавка и 9 столбиков без накида. 1, 2, 8, 9. Это был 64 ряд, 10 петелечек, поворот, 65 ряд, петля подъема, 8 столбиков без накида, 1, 2, 7, 8, убавка, провязали 65 ряд, 9 петелечек, поворот, 66 ряд, петля подъема, убавка, и 7 столбиков без накида. 1, 2, 6, 7. Это был 66 ряд, 8 петелечек, поворот, 67 ряд, петля подъема, 6 столбиков без накида, 1, 2, 5, 6, убавка. Это мы провязали 67 ряд, 7 петелечек, 68 ряд, петля подъема, убавка и 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 68 ряд, 6 петелечек, поворот, 69 ряд, воздушная петля, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, убавка, это у нас 5 петелечек мы провязали. Дальше 70 ряд, убавка, 3 столбика без накида, убавка, 1, 2, 3, поворот,
71 ряд, 2 столбика без накида, 1, 2, убавка, поворот, 72 ряд, петля подъема, убавка, 1 столбик без накида, поворот, 73 ряд, убавка, поворот и 74 ряд, петля подъема и 1 столбик без накида. Закрепляем ниточку, отрезаем. Вот такая молния у нас получилась. Так, прикладываем и смотрим. Вот, 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 все сходится. Ну, это обвязка по краю как раз. Все по длине точно такая же. Теперь для того, чтобы обвязать молнию, беру черную ниточку, тоже это мин, в 2 нити. Вот. И сейчас покажу, как я обвязываю. Здесь главное не перепутать. Когда у вас одна уже будет обвязана молния, другую нужно будет обвязать в общем, противоположно. Вы поняли, я надеюсь. Ну, чтобы они смотрели в разные стороны. Итак, обвязываю я так, чтобы оставался вот такой вот тоненький, ну как шовчик, можно сказать. То есть я обвязываю практически по краю. Итак, первый ряд я делаю, вот буду обвязывать по этой стороне, она у меня будет лицевая. Начинаю я обвязывать вот здесь, здесь будет колесо пришито, и не так будет видно переход. Вот он, например. Итак, прикрепляю ниточку. И обвязываю, начинаю первый ряд обвязки, это просто косичка, то есть соединительными столбиками. Ниточку вот эту я то вверх, то вниз перекидываю, вот, чтобы ее закрепить. И вот здесь под тоненький шовчик получается, под тоненькую петелечку подхватываю, вот, и иду по всей длине. Количество столбиков я, понятное дело, не считаю. Главное вот эти петелечки не затягивать, то есть они также свободно получаются. Вот, просто подхватываю аккуратненько и соединительный столбик. Вот, под полупетелечки, грубо говоря. Так. И вот так вот продолжаем. Вот видите, чтобы здесь оставался, ну, как будто шов проходит. Потому что если обвязывать прям под вот эту, как бы под переходы, то слишком толстый будет край. И, ну, особенно вот здесь мало будет видно оранжевенького вот этого. Ну, мне нравится под
под полупетелечки, чтобы вот так вот аккуратненько все выглядело. Вот, и обвязываем полностью по всей длине вот так вот соединительными столбиками. Встретимся с вами, когда я довяжу вот сюда и покажу дальше, как я делаю. Еще раз покажу. Вот. Петельки не затягиваем. Вот, то есть я делаю не под вот этот весь столбик такой толстый, а нахожу здесь место, вот, и делаю под полу петелечку вот такую. Подхватываем. И вот так. И следующий вот. Надеюсь, видно. Под полупетелечку, чтобы получалось именно вот так. Ну, надеюсь, принцип понятен. Вот. Вяжем самостоятельно. Встретимся вот здесь. Итак, вот я подошла к этому месту, где начинали. Довязываем. Вот откуда петелечка выходила. Вот так получается. Вот тоненькие стежочки. Так. Теперь сразу за задние полупетелечки продолжаем вязать столбики без накида. То есть вот первая петелечка, вот эта, которая у нас была, и сразу за заднюю полупетелечку. И теперь по всей вот этой длине, тоже не затягивая, свободненько вяжем столбики без накида. Сейчас несколько провяжу. Вот так. И вот так вот выглядит. И здесь получается, вот здесь, где уголок внутренний, когда мы вяжем столбики без накида, здесь мы прямо в уголке делаем убавочку, а на углах вот этих внешних в угловую петелечку мы делаем 3 столбика без накида. Это для того, чтобы сформировался угол. То есть вот эти, вот в эти делаем 3 столбика без накида, а вот здесь делаем убавку. И тогда здесь не будет таких складок. Вот. Сейчас я довяжу и покажу, как я делаю. Вот я уже подхожу к внутреннему уголку. Еще один столбик. И теперь вот как раз вот этот и следующий делаем убавочку. Можно, в принципе, его пропускать. Вот. Но мне больше нравится делать убавочку.
сделаю. И дальше продолжаем вязать. Так, еще несколько столбиков. Еще один, второй. И вот получается угловая вот эта петелечка. Сюда я делаю в эту петелечку 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И в следующую уже вяжем как обычно. Вот сейчас провяжу и покажу, как получается. Так. Так, вот. Получается такой хороший уголочек. Ничего не стянуто. Вот, все хорошо выкладывается. Так, и вот с обратной стороны как выглядит. Вот так. И вот таким способом провязываем до конца. Когда дойдем сюда, где начинали, встретимся. Вот я уже довязываю до начала этого ряда. Буквально несколько столбиков. 1, 2. Вот 3, 4. Вот. И теперь, чтобы вот это место соединения было незаметным, крючок ввожу с обратной стороны под следующую петелечку, полупетелечку вернее. И вот сюда вывожу на изнаночную сторону. Вот так. Вот. И закрепляем. Ниточку обрезаю вот эту, а эту петелечку подтягиваю. Вот место соединения практически незаметно. Вот оно. Вот так выглядит. Сейчас приложу. Вот. Вот так. Теперь точно так же обвязываем белой ниточкой. Вот тоже в 2 нити. И теперь вот было место соединения. Я начну немножко дальше, чтобы не на одном месте было, чтобы не было, в общем, сильно толстого шва. И то же самое. Здесь я буду за задние полупетелечки также провязывать косичку, то есть соединительные столбики. Вот. То же самое. Вытянула ниточку и за задние полупетелечки вот так вот тоже, чтобы эту ниточку закрепить, ее буду то через верх, то через низ. Вот так вот, сильно не затягиваем. Все точно так же.
И продолжаем вязать. Сейчас немножко провяжу и покажу, как получается. Так, подтягиваем. Еще один. Вот. И прошли как раз место соединения. Вот. Вот так получается. И теперь абсолютно точно так же провязываем полностью соединительными столбиками косичкой. И затем за задние полупетелечки провязываем столбики без накида. Точно так же, как делали вот эту черную. Вот. Чтобы видео не затягивать, уже, я думаю, принцип понятен. Вот. Все провязываем и встретимся. Итак, вот я доделала 2 молнии. Вот одна, вот в зеркальном отображении вторая. Вот они одинаковые по размеру. Вот. И вот так вот выглядят. На данном этапе это видео я завершаю. Надеюсь, у вас все получилось. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я дополнительно разъясню, если нужно. Вот. До встречи в следующих видео. Благодарю всех за просмотр и желаю хорошего настроения. Пока-пока.